Всем привет! Сегодня будет видео без процесса работы, только порядок сборки по выкройке и много текста. Для всех основных частей буду использовать кожу вакс толщиной 1 мм. На подклад Минерва 0,5 мм. Для внутренних невидимых частей кожа козы 0,6-0,7 мм. Наклеиваю выкройку на кожу, пробиваю и вырезаю все детали. Обработал торцы некоторых деталей. Все, где не оставлен запас под обрезку. Сборку начинаю с кармана под карты. Лицевой стороной подклад будет смотреть внутрь. Первый приклеиваю верхнюю полоску, затем верхний карман, прошиваю, затем средний карман, также прошиваю, и после этого самый нижний карман. Верхнюю полоску частично шарфуем, чтобы лишняя толщина не мешала картам. После того, как собрали и прошили сбоку отдел для карт, приступаем к сборке монетниц. Приклеиваем подклад, прошиваем сбоку, обрезаем прошитый край по реальным размерам и обрабатываем торец. Также приклеиваем клапан монетницы, прошиваем, обрезаем по реальным размерам и обрабатываем торец. К нижней части монетницы приклеиваем с обеих сторон перемычки. Обрезаем по реальным размерам, прошиваем и обрабатываем торец. Все поверхности обработаны и готовы к сборке. Внутренняя часть отдела для купюр будет крепиться только к карману для карт и карману с монетницей только в верхней части. Это нужно, чтобы кошелек в конечном виде получился тоньше. Таким образом, карманы для карты монетница будут сразу крепиться к внешней части кошелька. Следующим этапом нужно будет установить кнопки. Я сделаю это позже, потому что пока не определил точные места установки. Далее обрезаю по реальным размерам деталь для карт с двух сторон, слева и снизу. Приклеиваю ее к внутренней детали для купюр. Деталь для крепления монетницы обрезаю по реальным размерам со всех трех сторон, сверху, справа и снизу. К основной части приклеиваю подклад. Соединил карман для карт с внутренней деталью. Сейчас обрежу ее по реальным размерам сверху. На обложке прошиваем верхний край, обрезаем со всех сторон по реальным размерам. Приступаю к сборке монетницы. Приклеиваю нижнюю часть лицом к лицу и прошиваю. Далее по очереди приклеиваю перемычки и дополнительно их закрепляю несколькими стежками. Полностью прошивать перемычки будем вместе с клапаном, потому что шов будет заканчиваться последней точкой пробоя именно на нем. Таким образом это выглядит. Нижнюю часть я прошил, перемычки временно зафиксировал. Сейчас приклеиваю клапан, прошиваю его. После этого по очереди прошиваю боковые вставки. Готово.
Приклеиваем монетницу к внутреннему карману. Прошиваю. Далее обрабатываю торец на верхних сторонах кошелька. Внутренняя часть полностью собрана. С обратной стороны это должно выглядеть примерно так. Теперь склеиваем между собой обе части. Напоминаю, что на данном этапе все детали уже имеют окончательные размеры, поэтому делайте это максимально аккуратно. После этого прошиваем изделие и обрабатываем торцы. Кошелек готов. За счет конструкции внутренней перегородки толщина не превышает 2,5 мм. Помещаются купюры, карты, отдел для монет достаточно вместительный. Выкройки для вас я увеличил на 2 мм с каждой стороны перемычки монетницы. Также внешняя часть будет длиннее ровно на 1 шаг пробойника, чтобы помещалось больше купюр. Спасибо, что посмотрели это видео. Если есть какие-либо вопросы или замечания к работе, пожалуйста, пишите в комментарии. Постараюсь всем ответить. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем спасибо!